Дорогие друзья, спасибо большое, что пришли, невзирая на собачий холод, что вы нашли время для того, чтобы заниматься собственным образованием. Собственным образованием, развитием всегда занимаются лучшие люди планеты. Я рад вас приветствовать и давайте, собственно говоря, в путь. Меня зовут Павел Гуров, мне 34 года, я занимаюсь продвижением в социальных сетях и теперь уже, на самом деле, последние года 3 и в мессенджерах тоже. Соответственно, мы сегодня будем с вами говорить о том, как мы можем продвигать наши маленькие бизнесы, наши большие бизнесы, как можно работать со стороны клиента, как можно работать со стороны агентства, как можно работать как SMM-фрилансер и как можно, соответственно, свой собственный блог улучшать и завоевывать внимание подписчиков и потенциальных клиентов. Очень коротко о том, чем я занимаюсь. Соответственно, я 8 лет занимаюсь SMM, наверное, столько, сколько эта профессия существует. Так мне вот повезло. Первое SMM-агентство России, меня в него и сразу позвали работать еще в 2010 году. Соответственно, я продвигал в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram и немножко еще другие платформы. YouTube бывал тоже, Википедия иногда был запрос от клиента. Microsoft, Стокгольмская школа экономики, сотрудничали с Эрмитажем. Последний большой кейс был Британский совет в России и, соответственно, Министерство образования Российской Федерации, в том числе, было заказчиком. Но надо понимать, что пусть у вас не такие клиенты, может быть, не такие масштабные задачи и не такие масштабные бюджеты, на самом деле маленькие бизнесы, стилисты, парикмахеры, тату-мастеры, те, кто делают свою собственную марку одежды, у нас довольно много таких сейчас людей в Санкт-Петербурге, в Москве. Всех этих ребят я консультирую, знаю потребности малого бизнеса в том числе, и знаю, что такое продвигаться, имея на руках там, примерно 2-3-5 тысяч рублей в месяц на продвижение. О чем мы сейчас с вами поговорим, соответственно, какие приложения мы сейчас разберем. Начнем мы с Инстаграма, который, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, по моим подозрениям, будет самой востребованной для вас социальной сетью. Она самая смартфонная, как вы понимаете. Собственно, Инстаграм во многом выиграл благодаря тому, что это первая соцсеть, которая догадалась, что нужно быть смартфон-only. И, соответственно, для Инстаграма больше всего инструментов появилось в App Store. И, кроме того, Инстаграм, в общем-то, уже не первый год и на подъеме. И для многих малых бизнесов, особенно которых связаны с бьюти, с едой и с многими другими вещами, которые можно сфотографировать, является основной площадкой продвижения. Расскажу вам, какие есть приложения для ВКонтакте, который тоже очень важен для конкретно Санкт-Петербурга. И расскажу также про Facebook и про мессенджеры, какие у нас здесь есть приложения. Кроме того, мы разберем с вами ряд приложений, которые позволяют создавать контент для всех видов социальных сетей, может быть, даже для сайта или даже для e-mail рассылки. Расскажу, какие есть аппы непосредственно от Apple в помощь, получается, и СММщикам, и всех тем, кому интересно продвижение в социальных сетях. И также мы закончим теми приложениями, которые ни в коем случае не стоит использовать, потому что это чревато, на самом деле, плохими результатами и блокировками различных аккаунтов. Итак, давайте начнем с Инстаграма. И что хотел бы сказать по поводу Инстаграма. Неочевидная информация, которая особенно важна в 2018 году. На самом деле в Инстаграме и в любых других социальных сетях все меньше важно, сколько у вас подписчиков. Это довольно неочевидная информация, потому что обычно все со своим тщеславием, оно совершенно понятно, хотят как можно больше подписчиков, неважно какой ценой. Но на самом деле те, кто профессионально занимается продвижением, они знают, что на самом деле количество подписчиков все менее важно. По одной простой причине. Во всех социальных сетях контент показывают алгоритмы, они довольно хитрые сущности, и в связи с этим все меньше процент ваших подписчиков будет видеть ваши посты. Соответственно, ко мне сейчас скопом приходят клиенты из Инстаграма, у которых 10 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков и очень мало лайков, очень маленькие охваты, и вообще все на самом деле катастрофически плохо. И довольно часто мы сейчас с клиентами инстаграмными исправляем ошибки молодости, которые как раз привели к вот этим 10 тысяч подписчикам, которые на самом деле не являются никем и ничем, это абсолютно мертвый, мешающий и вредный актив. Это как раз было связано с всевозможными надкрутками, подкрутками, перекрутками, раскрутками и другими вещами, которые не имеют ничего общего с маркетингом, а имеют очень много общего с обманом и мошенничеством. Так исторически сложилось, что, как ни странно, в Инстаграме вот начала торжествовать в некотором роде справедливость. И те, кто мошенничал и мухлевал,
И таких было много, и я уверен, что есть такие люди в этом зале. Просто чтобы вы знали, важно понимать, что хорошие годы для немножечко похитрить закончились. И алгоритмы таким образом стали работать, что все те, кто покупал ботов, делал различную накрутку, подкрутку, перекрутку, не вникая в детали, как вообще это все происходит, они сейчас оказались в плачевном состоянии, которое, соответственно, тоже можно исправлять. Я сейчас расскажу, что делать в таких ситуациях, когда у вас большое количество мертвой аудитории. Важны на сегодня даже не количество подписчиков, а две характеристики. Это ваши реальные охваты и, соответственно, engagement rate. Что такое реальные охваты? Если у вас есть, соответственно, Instagram, то я настоятельно рекомендую подключить бизнес-аналитику к нему, даже если вы просто блогер, то есть даже если вы просто человек, ну, хоть какие-то бизнес-цели, если вы преследуете, подключением бизнес-аналитики Instagram делается в самом Инстаграме, в настройках, 3 секунды, все просто, бесплатно. И, кстати, обратимо, можно потом снова переключиться на личный аккаунт. Соответственно, единственная загвоздка, которая там может вас смутить, то, что он потребует для вас создать еще и бизнес-страницу в Фейсбуке, для того, чтобы у вас работала бизнес-страница в Инстаграме. Это, на первый взгляд, абсолютно нелогично, но на самом деле это внутренняя логика системы. Facebook и Instagram — это одна компания, так же, кстати, как и WhatsApp. Цукерберг все скупал, до чего мог дотянуться, и поэтому у них единый организационно-финансовый рекламный инструмент. И именно поэтому многие вещи в Инстаграме решаются через Facebook, хотя это совершенно не очевидно. Вроде бы две социальные сетки. Так вот, что важно понимать про то, как получать нам максимальные охваты в наших постах, а когда у вас будет бизнес-аналитика Instagram, у вас под каждым постом будет написано, сколько людей видели этот контент, сколько энгейджнули его, то бишь лайк, комментарий, либо просмотр видео. Также он еще будет показывать. Мы дальше разберем новый раздел статистики, который называется Discovery, который еще мало кто видел, где видно источники трафика вообще всего на ваш инстаграмный пост. И также количество сейвов. Сейвы — это супер важно. Это действие, когда люди сохраняли ваш пост для отложенного чтения потом. Соответственно, там будет написано количество сейвов. Вот чем больше, тем более полезный у вас контент, тем больше они вас на самом деле ценят, потому что сейвы — это такой супер лайк. Это означает, что люди сохранили, вернутся не один раз к вашему посту, соответственно, возможно, еще по вашему профилю погуляют. Это очень важно. Соответственно, engagement rate, пусть вас не смущает такая вот сложная, на первый взгляд, математика. На самом деле это очень простая математика. Процент реагировавших. Стремитесь к тому, чтобы он был примерно 7%. Это означает, что если у вас 100 подписчиков, то у вас должно быть примерно 7 лайков. Да, это и будет 7%. То есть процент среагировавших. Соответственно, ну, там, делим количество действий, то бишь лайков, на количество людей, которые видели, умножаем на 100, чтобы было в процентах. Вот так себя и замеряйте. Ну, дальше я покажу несколько апов, которые позволяют, в принципе, считать это и не самому, и без калькулятора. Ну, самый базовый, он, правда, используется только в браузерах, это Popsters, но проще всего посчитать просто количество лайков в последним постам. Что еще важно понимать по тому, как посты показываются в инстаграмной ленте. Вот сейчас будет информация, которая довольно свежая. Дело в том, что Инстаграм опять изменил свой алгоритм. Соответственно, как раз для того, чтобы отсечь всех тех, кто пытается мухлевать, и пытаться вознаградить всех тех, кто честно пашет на контент-поле. Вот здесь вот черным шрифтом собрано все то, что известно и не очевидно, почему какие-то посты набирают обороты в инстаграмной ленте, а какие-то нет. Первое. Важно количество комментариев под вашим постом. При этом вот эти комментарии, которые прилетают к нам со спам-аккаунтов, типа amazing, или там замечательное фото, или красиво, либо просто влюбленный там котик эмоджи, это, собственно, сам Инстаграм решил скинуть с парохода современности, и теперь они больше не считаются энгейджментом и не влияют вообще ни на что. Они как раз прошли вот поняли, где заканчивается спам и начинается честный комментарий, это 4 слова. Поэтому нам всем, дорогие друзья, нужно теперь снова учиться строить полные предложения и переходить на них с эмоджи-сленга. Потому что должно быть 4 слова. Соответственно, если к вашему посту много комментариев, в которых больше, чем или равно, чем 4 слова, то ваш пост разгоняется. То есть такой комментарий становится значительно важнее. Я это хорошо вижу на аккаунтах в сфере бизнеса, которые я продвигаю, потому что если есть какая-то резонансная бизнес-история, когда люди хотят поделиться своим наблюдением, они это не делают в виде слова «восхитительно» или в виде эмоджи влюбленного. Они действительно строят предложение значительно больше, чем 4 слова. И в таком случае, получается, серьезные контент-игроки вознаграждаются.
Что еще важно? Неочевидная информация. Если вы редактировали ваш пост в Инстаграме в течение 24 часов, у него обрушивается охват на самом деле. Вот не очень понятно, за что люди, которых обнаружили какую-то опечатку, должны страдать, но получается, увы, страдают. Это довольно сильно теперь влияет. Поэтому нужно перепроверить трижды, получается, перед публикацией важного поста. Что еще важно, вы помните, что можно, это тоже есть любители передумать, опубликовать пост, потом что-то заархивирую. Нет, снова верну. Нет, снова уберу. Вот, соответственно, эта манипуляция тоже, к сожалению, почти на ноль сводит все мыслимые охваты, которые у вас есть. Мы сейчас говорим только про бесплатное присутствие в Инстаграм без таргетированной рекламы. Что еще плохо? Если у вас именно бизнес, многим нравится публиковать фотографии, на которых нанесен текст, либо, например, логотип. Довольно часто клиенты, вот крупные, с которыми я работаю, у них всегда есть такой, на мой взгляд, самый страшный человек, это бренд-менеджер. Бренд-менеджер — человек, который хочет улепить все логотипами компании. Вот просто чтобы все в них купалось, чтобы бренд мы доносили очень яростно. Это на самом деле плохо, потому что любая фотография в Инстаграме, если на ней есть логотип, например, Рестор, особенно если им сопровождается каждый мыслимый пост, на самом деле всегда охватов будет поменьше. Я обычно того самого бренд-менеджера успокаиваю тем, что говорю, смотрите, у нас же есть название аккаунта над каждым постом, это же уже брендирование есть. И еще есть кругленький аватарчик, это тоже брендирование. Давайте не мучите людей и еще третий раз туда ставить, алгоритмам тоже это не нравится. И важно понимать, что если мы заходим в какой-то Инстаграм-аккаунт, поставить себя на их место, и мы видим, что все в логотипах, мы сразу понимаем, что мы находимся в очень коммерческом месте. Да? Соответственно, в этом вообще беда Инстаграма. Люди наелись брендами, то есть они подписались, может быть, не знаю, на Икею, на Adidas, да, на крупников, и на маленькие, не очень понятно, зачем подписываться. Если мне нужны будет в следующий раз цветочный салон, я, может быть, вас вспомню, через Google найду, либо не вспомню. Нет смысла мне все время читать коммерческие предложения. Это, в принципе, самая большая ошибка компаний в Инстаграме. Они просто думают, что нужно делать следующим образом. Мы называемся ООО «Строймонтаж», называем аккаунт ООО «Строймонтаж», публикуем информацию с пресс-релизов, публикуем фотографии шлакоблоков и пишем, что шлакоблок стоит 137 тысяч, доставка из Воркуты. И продолжают так делать без малейших сомнений каждый день, и потом удивляются, почему же на них никто не подписывается. Потому что никто в здравом уме не будет на это подписываться, разве что вы работаете в этом ООО «Строймонтаж», и то еще под большим сомнением. Я вижу эти аккаунты, где всегда грустные 2 лайка от СММщика и от начальника. Соответственно, такая ритуальная деятельность из года в год. Зачем? Почему она была? То есть здесь важно понимать, что в ленте мы соперничаем с младенцем, который ползет. Младенца родила наша подруга, а тут, какой-то коммерческий контент. То есть понятно, что мы выбираем, очень неравная конкуренция, либо развлекательный, либо полезный контент от блогеров. Соответственно, нам нужно идти в эту сторону. То есть нам нужно становиться брендированным СМИ для конкретной аудитории, не пытаешься угодить всем, и таким образом присутствовать во всех социальных сетях. Тогда все получится. А также сильно повезло тем, у кого авторский блог, потому что авторский блог есть лицо, соответственно, вы человек, соблазн подписаться на человека, он всегда выше, чем на бездушный ООО БФК, предположим. Что еще важно, про текст на фото мы поговорили, желательно не наносить этот текст, и поэтому, кстати, инфографика в Инстаграме, она довольно-таки сильно проигрывает. Во-первых, она обычно мелко смотрится, и сложно сделать нормальную инфографику на этот небольшой квадратик, который виден, либо прямоугольник. Во-вторых, опять же, алгоритм просто занижает тексты на фотографии, то есть лучше всего всегда чистая фотография. По поводу эмоджи и хэштегов, обратите внимание, что и сам Инстаграм сейчас сильно изменил свой алгоритм. Соответственно, любители ставить простыночку из хэштегов из ряда в ряд, эту популярную «Лето», «СПБ», «Москва», соответственно, они наказываются минимальнейшим охватом. То есть каждый дополнительный хэштег – это снижение охвата. Мы многократно проверяли с клиентами, то есть мы уговаривали. Очень, конечно, все любят хэштеги, и я даже разгадал тайну, почему их так любят русские СММщики, они же бесплатные, действительно, много думать не надо, поставил их, и вроде бы какое-то продвижение сделал. На самом деле, когда мы избавлялись от хэштежного груза, у нас охваты вырастали на 15-20%, хотя поначалу мало кто нам верил, говорили, как же, так же делают все, а все очень часто идут хором в неправильную сторону, так бывает часто. Мы про них еще поговорим. Брендированный ваш может быть, но обратите внимание, что повторяемость хэштегов
является сильным понижающим характером. То бишь, да, когда они все время повторяются. Поэтому самый простой способ — попробуйте вот с бизнес-аналитикой, с секундомером в руках неделю, лучше 2 недели, вот хороший будет отчетный период, полностью их убрать. Ну, как бы никто не умрет точно за это время, и вы просто сравните сами, если не верите мне, какой у вас будет охват. Совершенно верно. То есть есть небольшие нюансы. Сразу хочу сказать, да, это шокирующая правда, но на практике мне люди обычно пишут: Павел, действительно стало лучше, либо в некоторых случаях сказали, что осталось на том же уровне. Соответственно, если нам не нужно позориться с ними... Да. Да, смотрите, есть небольшой процент, которые ищут внутри Инстаграма. Мне их немножко даже жаль, потому что им, видимо, настолько психологически больно выходить из любимого Инстаграма. Есть целый Яндекс.Маркет, есть целый Google, есть целый Яндекс для поиска товаров. Нет, мы прямо в Инстаграме будем искать свадебное платье. Хорошо, возможно, такие люди есть. Дальше будут слайды, я покажу, как с этим работать. Да? То есть мы еще эту информацию переварим, я вам расскажу, что с ней бывает. Но обратите внимание, хэштежная мания — это совершенно странное явление, которое имеет корреляцию с хорошим результатом минимальнейшую. То есть если упростить, лучше просто от них вообще отказаться. Но есть еще один нюанс, обязательно дам сейчас вам слово. То есть, обратите внимание, люди и очень увлекаются тем, чтобы их ставить, а вот вспомните свое поведение, как часто вы ищете по ним. Это бывает редко. Чаще всего, вот в практике, когда это действительно срабатывало, люди смотрят по хэштегам, когда планируют свой досуг, или, например, думают идти, ну, не знаю, идет, предположим, рейв на севкабеле ОФФ, там, гигантский, многотысячный. Соответственно, он начался в 10 часов вечера, закончится в 6 утра. Соответственно, предположим, аудитория, тусовщики думают, ехать им ОФФ или нет. Там вообще кисло, либо весело. Соответственно, они по хэштегу в данном случае и по геолокациям еще смотрят, разведывают обстановку. И здесь, соответственно, важно попасть с ним, потому что это реал-тайм маркетинг. Человек смотрит: о, как там весело, лазеры, все классно. И, соответственно, он доезжает. То есть мы выполняем конкретную маркетинговую цель. С SMM-конференциями, или просто с профессиональными конференциями тоже, кстати, классно работает. То есть хэштег, предположим, РИФ Санкт-Петербург, это российский интернет-форум большой. Соответственно, он идет там 3 дня, и люди тоже смотрят, там, попал ли я в кадр, хорошо ли я смотрелся со сцены, ой, а тут что-то есть еще интересное, а вот какой-то классный парень тут разместил, девушка, хороший пост. То есть таким вот образом можно упасть на хвост, но это вот конкретное мероприятие. Что еще важно? Чтобы вы понимали, есть... Многие думают, как попадать в рекомендации, как вообще, собственно, выигрывать. Вот есть то, что известно от самого Инстаграма. Эта формула, кстати, используется и в Фейсбуке, и ВКонтакте тоже, в общем-то, на базе нее все сделано. Формула заключает в себе 3 показателя: Affinity, Time Delay и Weight. Очень быстро расшифрую, что это такое. Affinity — это родство. Вот вы когда заходите в рекомендации Инстаграма, в ленте новостей, помните, у нас же тоже уже рекомендации. То есть с Инстаграмом произошла парадоксальная история. Инстаграм сказал: дорогой друг, вот ты там что-то подписывался, хэштеги, все это не важно, у нас ИИ, он все решил за тебя, вот у тебя нет ключей от управления собственным Инстаграмом. Мы тебе будем показывать то, что мы решили. Да? Обратите внимание, у нас уже пол ленты, мы ее не выбираем. Это великий разум, соответственно, базируется на нашем поведении и подкидывает нам лопатой посты, которых мы доселе не знали. Соответственно, по какому принципу это происходит? Affinity, Time Delay и Weight. Affinity — родство, соответственно, вы видите контент, который лайкают ваши друзья. И это как раз практически невозможно накручивать. Да? Например, вы можете заказать лайков на каких-то лайк-фермах, их огромное количество, для того, чтобы они пролайкали ваш контент. И, предположим, 300 малазийских школьниц и 200 подростков из Узбекистана пролайкали ваши посты. Они, получается, их продвинули среди узбекских школьников, если они еще дружили, и те малазийцы. В общем, картина вообще не сложилась, ваш пост не попадает в никакие рекомендации, понимаете? Именно поэтому это очень сложно обмануть. И они специально так сделали. Соответственно, Time Delay тоже такой показатель, из-за которого следует, что время публикации становится все менее важным. Time Delay, он работает следующим образом. Тот, кто заходит в Инстаграм каждые 5 минут, видит топ для себя за 5 минут.
Тот, кто заходит в Инстаграм раз в месяц, он видит топ за месяц. И это совершенно два разных топа, как вы понимаете. И, соответственно, алгоритм, вы видите, что показывает вам, если раньше была хронологическая лента, то теперь вы видите пост, значит, 27 февраля, потом почему-то 13 февраля, потом 20 февраля. Да? Вот, соответственно, это как раз работает этот time decay. И, кстати, по Инстаграму заранее хочу сказать, что один из самых лучших блогов, это прекрасный совершенно дядечка из Минска, Динейтив, вот он именно про продвижение в Инстаграме. Он, например, рассказывал по поводу времени публикации, он обнаружил, что на сегодня вообще практически не важно, когда вы посты публикуете. Если раньше СММщики просто дрожали, нам нужно выбрать правильный час, правильную минуту, правильное время, то, соответственно, опыты показывают, что можно и в 4 утра публиковать, и ничего, догоняет, в итоге нормальный охват, и лайков тоже нормально. То есть все зависит, получается, все больше от самого поста, потому что колода карт ранжируется там совершенно другим образом. Соответственно, время становится уже не так-то и важно. К тому же мы помним, что Инстаграм у человека всегда с собой. Вот у других социальных сетей есть небольшое провисание в субботу, потому что, соответственно, в субботу люди вот, редко сидят у таких девайсов. Но для Инстаграма, на самом деле, даже и в субботу практически тот же самый охват. Но мы помним, бизнес-аналитика все-таки нам рисует самый жирненький час, самое жирненькое время, то есть, в принципе, можно на него ориентироваться. Какой-то процент будет задет. Что можно использовать в дополнение к бизнес-аналитике Instagram, который доступно в самом Инстаграме? Это приложение Comment, довольно симпатичное. Много есть сервисов аналитики Instagram. Я рекомендую не скачивать все бездумно, потому что все они получают доступ к вашим логину, паролю, иногда даже к подпискам и публикациям. Вы авторизовываете, даете им ключи как бы от своего дома, и тут уже зависит от того, там, как они своими сапогами натопчут. Обратите внимание, как они могут натоптать. Некоторые люди говорят: Паша, как так вот получилось? У меня в ленте какие-то странные турки. Я на них не подписывался точно. Как они появились? Вы скачали когда-нибудь приложение типа «Веселая накрутка», отдали ему ключи, забыли уже давным-давно, и эта веселая накрутка выполняет совершенно свои цели, не ваши, подписывая вас на какие-то, соответственно, других заказчиков. Как, кстати, от этого избавиться? Откройте Инстаграм, правда, удобнее это делать как раз-таки на десктопах, а не на айфоне. И зайдите в раздел значит, «Профиль», «Настройки», «Авторизованные приложения». И вы увидите список всех, кому вы дали ключи и насколько как бы, много вы им пообещали. Да? Кто-то даже может посты делать от вашего лица. Соответственно, всех, кого вы не можете вспомнить, убивайте. Это на самом деле прям такой хороший совет по безопасности. Comment, что он дает? Примерно, то есть чуть-чуть другую, может быть, более удобную статистику он показывает вам как раз лидеров по энгейджменту. Соответственно, вот я вам говорил, что в хорошем случае энгейджмент 7%, над ним еще нужно поработать и работать, но я имею в виду, конечно же, честный. В некоторых случаях, видите, тут у меня было и 78% engagement, но хочу сказать, что этот пост дополнительно еще продвигался, то есть там есть еще и сверху платные. Внимание, соответственно, каким образом я получаю высокий engagement и разгоняю посты. Например, я публикую цитату из Татьяны Толстой. Я дополнительно его продвигаю по поклонникам Толстой. Я публикую цитату из Пелевина про СММ, там, про эмоджи в частности. Я дополнительно продвигаю по поклонникам Пелевина. Ну, таким вот образом, там, Дуров, соответственно, Дуров и так далее. То есть то зависит от того, о ком я пишу. Как вы помните, в самом Инстаграме это сделать чрезвычайно просто. Продвигать пост, просто обратите внимание, что он обычно предлагает вам автоматическую аудиторию, вот если там кликнуть, то там, соответственно, можно выбрать один из 4 интересов. Вот выбирайте какой-нибудь один, тот, о котором вы писали. То есть написали про шоколад, запустили по любителям шоколада. То есть очень простая механика. Для этого не нужно быть супер-таргетологом. В принципе, с ней может справиться каждый. Просто нужно смотреть, что там на кнопочках написано. Соответственно, Comment дает хорошую статистику по хит-параду постов, ну и дает некоторые рекомендации, там, что вам нужно дополнительно оформить для того, чтобы вы... Ну, такой простейший механизированный чек-лист того, что нужно улучшить. Ну и он вам рисует графики, соответственно, как меняется у вас там количество подписчиков. Вы также будете видеть, где у вас были отписки, да, соответственно, думать, почему в этот день, например, отписалось 10 человек, да, соответственно, связывая это с тематикой своего... Ну, то есть тема там 10 кого-то там возмутила, но там зато пришло сверху 20, может быть. Да, конечно. По платному продвижению, вот, допустим, я хочу в Инстаграм фотографии Петербурга, да, хочу их платно продвинуть. Вот, выбираю аудиторию, Санкт-Петербург.
мне там обещают примерный охват, грубо говоря, 15 тысяч человек. В итоге я наблюдаю такую картину, что мой пост показывается мне же самому, моим друзьям, и как бы по несколько раз прокручивается. Вот. В итоге никаких охватов обещанных нету, там Негодяй Инстаграм обманул, ограбил. Друзья сказали, что видели только они. Помимо статистики от друзей, можно посмотреть статистику в самом кабинете. Давайте перескочу, раз мы проговорили, и хочу вам дать вот, пам-пам-пам-пам-пам. Вот, приложение, которое позволяет дополнительно смотреть, мы сейчас говорим только про айфонные инструменты, он называется вот так вот незатейливо, менеджер рекламы, так и называется, не поверите, хотя имеется в виду Инстаграм и Фейсбук, который управляется из одного места. Там, кстати, в этом году появится еще реклама WhatsApp, которая тоже лежит в их портфеле. Соответственно, он позволяет видеть расширенные данные, из-за которых вы будете понимать, сработало или нет. Соответственно, как можно решить в вашем случае, соответственно, исключить аудиторию, которая уже подписана на ваш аккаунт. Все очень просто, и будут видеть только те, кто сверху. С другой стороны, важно понимать, что в вашем случае геолокация — это все-таки маловато, потому что несколько миллионов людей в Санкт-Петербурге пользуются Инстаграмом. Соответственно, в вашем случае, скорее, наверное, более желанная даже, не знаю, что конкретно вы продаете, более желанная аудитория, это, предположим, ребята из, не знаю, города Курск, которые были на каникулах в Санкт-Петербурге, и для них это там еще больше город-сказка, город-мечта, чем для нас, местных жителей. Ну и, соответственно, здесь тоже нужно выбирать чуть-чуть потоньше. Например, здесь же есть у нас геолокация, которая позволяет показывать рекламу, исходя с точностью в 1 километр. Соответственно, вот можно, например, запустить... вот здесь сложно. Вот если есть какое-то отдельное здание, где происходит только что-то конкретное. Например, не знаю, Исаакиевский собор. Там бывают только туристы. Соответственно, он-то точно больше, чем 1000 метров в диаметре. Соответственно, вы запускаете рекламу с потрясающей фотографией с колоннады Исаакиевского собора только по тем, кто был там в течение последних 5 дней. Например, вот так можно делать. То есть можно по-разному работать, но как бы вы сделали одну попытку и сделали вывод о работе целого огромного комбайна, который является целым большим миром, что он неэффективен. Но получается, неэффективна была эта попытка. Да, я пытаюсь разобраться. То есть я думаю, что если уж по всему огромному Санкт-Петербургу я не смог добиться нормального охвата, то если я сужу свой таргетинг до Исаакиевского собора, то там вообще, наверное, никакого охвата не будет? Нет. Смотрите, опять же, я вообще не помню никаких проблем с охватами. Проблема обычно бывает, когда вы нацелили по большой аудитории, но они не очень хорошо лайкают. Это означает, что аудитории что-то не нравится, либо с аудиторией не угадали. Я хочу сказать, что примерно в моей практике и практике моих коллег примерно от 50 копеек до 1 рубля стоит внимание одного человека. Соответственно, если у вас есть... Нет, даже на самом деле больше, учитывая, что некоторые смотрят по нескольку раз, с охватами это как раз все нормально. То есть... Не могу посмотреть вашу статистику, уверен, что если я открою, мы увидим, что, например, реклама была остановлена, либо что-то еще другое пошло не так. И если вам интересно, как здесь можно... Соответственно, вот мы запускали в Инстаграме рекламу выставки Британского совета, соответственно, британское образование. Вот мы запускали там, предположим, да, как это выглядит из самого кабинета на айфоне, грамматика английского языка, и вот примерно вы видите цифры по моим компаниям. Примерно 50-60 копеек просмотр видео стоил, и, соответственно, там клик стоит в моей практике от рубля до 20 рублей переход, например, в ваш Инстаграм-аккаунт, дальше уже тут он как подписывается. Что еще здесь можно смотреть? Можно смотреть, кто конкретно, как на рекламу вашу реагировал. Соответственно, если я хочу запустить еще эту рекламу, либо там как-то улучшить, либо вкинуть дополнительно несколько тысяч рублей, я, соответственно, смотрю и понимаю, что, вот, например, женское внимание в данном случае стоило чуть-чуть дешевле. В данном случае почти одинаково, 3-4 копейки и 38 копеек. Соответственно, иногда бывает сильное различие. Я вижу, например, что я запускаю рекламу и вижу, что лучше всего на нее в Инстаграме реагируют женщины старше 55. В Инстаграме, кстати, довольно часто такая
бывала картина. То есть я дальше запускаю только по ним, а остальные обрезаю. Вот таким вот образом вы будете получать максимальный охват. Вот здесь цена за клик, ну, довольно сложно такой с первого раза будет добиться. Ну, примерно 2,56. Там есть еще, кстати, одна интересная функция, которая появилась недавно, которая нужна будет тем, кто запускает по нескольким странам. Я не знаю, есть такие? Что значит, что там можно делать мультиязыковой таргетинг, соответственно, не нужно путать с автоматическим переводом Инстаграма, это другое. То есть вы запускаете картинку, либо видео, соответственно, палестинцы будут видеть только текст, который вы припасли для палестинцев, украинцы на украинском языке только то, что вы решили для украинцев, ну и так далее, и так далее. Обратите внимание, что и текст может быть даже, в принципе, и разным, мало того, что на разных языках, в принципе, мы можем по-разному делать эти подачи. Ну, соответственно, вот так вот это выглядит. Штука называется мультиязыковой таргетинг. Понятно, что вам сейчас, может быть, скажется, боже, какой-то кошмар, ничего не понятно. Ну, вообще, таргет — это самое сложное, что есть. Это как бы отдельная профессия, но знаете, что продвижение постов в Инстаграме — это оно и есть. Просто то, что вы совершенно точно можете сделать сами, вы запускаете продвижение поста, а потом открываете эту же рекламную кампанию, но уже, соответственно, вот в этом приложении. Это тоже такой неочевидный ход. И там вы можете уже подредактировать и немножко ее подмекитить, оптимизировать. Например, Инстаграм по умолчанию вам предлагает какие-то деньги, и вам вроде бы как бы приходится на них согласиться. Он говорит, ну, в общем, ты заплатишь за это продвижение 1200 рублей, типа, и ни копейка меньше. Непонятно вообще, откуда они эти цифры берут. Вот, соответственно, вы можете ими управлять. После этого вы открываете менеджер рекламы и берете и смело меняете цену и говорите, нет, не хочу 1200, а хочу 750. И он, соответственно, понижает охват людей, но вы тратите ровно столько, сколько вы предложили. В принципе, можно провести рекламную кампанию в Инстаграм на 100 рублей вполне себе, да, ну, соответствующим результатом. То есть у вас увидят 100-300 людей, соответственно, если пост хороший, то как бы это будет довольно ощутимо. Чем более интересный, грубо говоря, пост вы сделали, чем больше он совпадает с ожиданиями вашей аудитории, например, вам нужны флористы, и вы запустили по профессии флорист. Они, естественно, реагируют значительно сильнее, чем просто люди рандомные из Санкт-Петербурга. Соответственно, за то, что вы все правильно настроили, система поощряет вас. То есть, чем лучше вы настроили рекламу, чем более интересный у вас креатив, тем меньше для вас это будет стоить. А если вы настроили бездарно, то для вас это будет стоить огромные деньги с маленьким результатом, ну вот если коротко. То есть цена зависит на самом деле от вас, а не от системы. Там есть, например, нюансы, связанные тоже с алгоритмами. Например, если они видят, что люди живо реагируют на вашу рекламу, то он бесплатно подкидывает вам еще аудиторию. Он даже в этом менеджере рекламе ставит вам оценку, как в американской школе, по 10-бальной шкале. Он говорит, молодец, ваша реклама гораздо лучше, чем делают все остальные. Вы получаете 8 из 10, за это мы увеличиваем вам охват. А теперь давайте поговорим про такой показатель ваших постов, как weight. Я о нем не договорил. Помните, я говорил, что для алгоритма кое-какие правила они, собственно, сделали публичными. Affinity, соответственно, родство. Любой контент идет по цепочке друзей. Time Desay, про время мы поговорили. Соответственно, weight у разных инстаграмных постов существует разный вес. Ну, в метафорическом данном случае. И какие-то посты получают больше просмотров при всех прочих равных данных. Так вот, всегда выигрывает короткое видео. Кстати, не только в Инстаграме, а в любой социальной сети. Что такое коротенькое? 10-15 секунд. Соответственно, ну, в Инстаграме, как вы помните, вообще особо не разгуляешься. 60 секунд в нативном посте будет. Соответственно, всегда примеряйте на себя. Ну, вот так, увы, сложилось, что мы все с вами превратились в существ, которые не способны удерживать внимание на чем-то дольше 15 секунд, если мы находимся в ленте. Это и центениалы, и миллениалы, и я вижу по статистике, кабинетах, и пожилые люди, вот у всех у нас стала память золотой рыбки. Все, 16 секунда пошла, все, зум-аут, внимание рассеялось, полетел дальше. Увы и ах. Но мы должны весь наш контент вот в эти паечки упаковывать. Еще обратите внимание, что на самом деле я говорил, что текст на фотографии занижает охват, а вот видео, на самом деле, титры работают отлично. Вы можете посмотреть на любые крупные западные СМИ, медиа, например, BuzzFeed, это у нас есть аналог AdMe, Now This, очень хорошие, крутые СМИшники, молодые, у которых сейчас там многомиллионная медиа-империя, вот так они называются, у них много проектов в Инстаграме, BBC, собственно, BBC News.
Они первыми догадались, что нужно просто делать короткое видео, на самом деле несколько сменяющихся кадров и шрифт крупным планом. Например, BBC публикует один пост в день, в котором, значит, в Сирии обстрелы, биткоин упал, там в России что-то там. То есть все новости короткой строкой идут в виде видео, которое получает максимальный охват. И далеко не все СМИ еще догадались, что это самая лучшая стратегия в социальных сетях, потому что у нас большое количество русских СМИ, ну, например, «Медуза» проиграла схватку, они публикуют какой-то, ну вот, наш редактор Маша ест творожок. Ну, как бы... Кому это интересно? Это интересно только тем, кто работает в редакции. Соответственно, у вас количество подписчиков будет равно количеству людей в редакции. Вот и все. Они почему-то не могут понять, что Инстаграм нужно готовить таким образом. И пусть мы не BBC, нам нужно действовать как BBC. Соответственно, чтобы вы понимали, видеоконтент можно и нужно создавать, даже не имея никаких навыков работы с камерой. В принципе, она вам не нужна. Вам даже не нужно снимать смартфоном. Соответственно, самый простой и один из самых приятных способов скачать приложение Clips, которое называется, специально сделанное Apple, специально для тех, кто хочет создавать контент в любой социальной сети, именно то самое короткое видео. Вы загружаете туда несколько кадров, хотите сфотографируйте, хотите спамите, хотите берите из Гугла. Соответственно, с помощью Siri вы наносите прямо туда текст, титры. Если Siri разобрала неправильно, как вы помните, она вообще редко что-то разбирает правильно, можно, слава богу, редактировать. И по поводу титров имейте в виду, что это должно быть как бы короткое сообщение. То есть не нужно текстовую простыню в видео ставить, потому что тогда мне нужно будет на паузу ставить, чтобы прочитать. Вот, мы с ребятами рассчитали, что должно быть примерно по секунде на слово. Соответственно, у нас есть 3 слова. Этот слайд должен быть 3 секунды. То есть, по сути, нам нужно научиться делать презентации. То есть, в принципе, мы же все делали с вами со своей жизни презентации в PowerPoint, если это Windows, Keynote, если это Mac. Это та же самая презентация, только маленькая, очень крупненькая и максимально как бы простая. Только мы выгружаем не в виде формата Keynote, а мы выгружаем в формате MP4 либо AVI. Они на самом деле все изначально это поддерживали. Но с Клипсом это еще быстрее делать. У них будет самый высокий приоритет в ленте. То есть, когда ко мне приходит клиент, вот я им говорю, что многие инстаграмные ребята, особенно из мира фэшн, 10 тысяч подписчиков, очень мало лайков, большое количество мусорного коммерческого контента, наследие масс-фоллинга и ботов. И, естественно, наши любимые простынки из хэштегов. Полностью убираем хэштеги, меняем контент-стратегию, переходим только на видео-диету. 2 недели только видео-диета без хэштежная. Соответственно, все показатели взмывают на 60%. Дальше вам расскажу, что еще нужно сделать. Да, про сторис мы еще пока не начали, но для сторис, сейчас покажу, ну, в принципе, можно и в Keynote настроить формат 9:16, да, 1080 на 1920, но пока, кстати, не знаю суперклассного именно апсторного сервиса, который бы позволял бы создавать видео-сторис. Но сторис это важно. По поводу сторис в Инстаграме 3 из 5 пользователей Инстаграма регулярно смотрят сторис. Соответственно, если мы не публикуем сторис, то мы, получается, 2/5 у нас потерь. Еще по поводу того, как создавать легко и приятно красивые видосы, которые будут, соответственно, у нас лучшим образом всплывать. Магиста, ну, тоже он такой вот в хорошем смысле попсовый, то есть максимально упакованный для всех тех, кто там ни разу ни в каких Вегасах, либо адобых примерах ничего не верстал. Про Keynote обращаю ваше внимание, что есть мобильная версия, то есть вот, собственно, они говорят, что создавайте и демонстрируйте зрелищные слайд-шоу, только мы выгружаем их, получается, в формате короткого видео. Вот у нас готов контент для всех социальных сетей. Кстати, лучше всего для любой социальной сети будет квадрат. Просто ну, как бы он идеально подходит, 1 квадрат сделали, и можно его публиковать, получается, везде. Еще несколько приложений уже к обработке фотографий. Я, конечно, сюда не буду, в принципе, далеко уходить, потому что мобильная фотография, я думаю, что были не раз в Академии Рестора отдельные курсы по этому поводу. Ну, коротко из того, что, естественно, я знаю. Мы просто готовили большие курсы для Амлаба, как раз с фотографами. Я брал интервью там, у фотографа Эрмитажа, у моего ковца, который ведет их Инстаграм, еще разных ребят. Соответственно, вот короткая выжимка того, что может пригодиться. Ну, VSCO вы все, наверное, знаете. Я рекомендую все-таки разориться на их фильтры, потому что они, правда, хорошие. Несколько их пакетов купить.
VSCO, если кто не знал, да, по поводу самого Инстаграма, учтите, что не нужно использовать фильтр самого Инстаграма, все вот эти Clarendon и так далее. Это, в общем, ну, любой фотограф вам скажет, что это, в общем, не кайф, не торт. Они у них не очень хорошо получились. У Инстаграма из редактирования самих фотографий хорошо получилась только функция люкс. Кстати, в Америке настолько она стала популярна, что они так даже детей называют люкс по паспорту. Помимо VSCO, функции люкс, то бишь свет самого Инстаграма, Snapseed хорошо работает с размытием, как здесь показано. Snapseed, кстати, это в свое время был гугловский убийца Инстаграм. У них были попытки обогнуть Инстаграм на старте, но они проиграли, соответственно, теперь встроились в экосистему самого Инстаграма и является дополнительной возможностью. Вот, на мой взгляд, восхитительная альтернатива VSCO, который очень многим известен для редактирования фотографий. А вот RNI знает довольно мало людей, и, на мой взгляд, он интереснее и богаче по своим возможностям. Что такое RNI? Расшифровывается как Really Nice Images, соответственно, действительно хорошие снимки. И у них, на самом деле, есть 3 аппа, я рекомендую, в принципе, попробовать все. Но начать с RNI Films. Это ребята, огромная комьюнити энтузиастов, которые оцифровали все возможные пленки, которые существовали за всю историю человечества, начиная от 50-х годов и заканчивая нулевыми. И, соответственно, вот видите, тут там Technicolor, Aquacolor, там таких-то годов, там огромное количество, соответственно, очень-очень крутая имитация получается любой пленки, которая была. Это, наверное, будет особенно интересно тем, кто до сих пор либо когда-то увлекался пленочной фотографией. И, ну, собственно, позволяет делать крутые снимки. Еще очень полезное приложение, которое называется Screwit, то бишь скрути это, да, вот они, ну, фактически в App Store называется SCRWT. Что он позволяет сделать? Он позволяет работать с перспективами, и это особенно важно для тех, кто фотографирует здание. Ну, в общем, все, что, грубо говоря, далеко и может сказаться нашей перспективе. Как видите, здесь есть несколько очень понятных иконок, и в таком случае действительно какой-нибудь небоскреб, ну, просто попробуйте, выглядит очень круто, на самом деле. Сразу возникает такое ощущение профессиональной фотографии, хотя сделано, конечно же, на смартфон. Ну, а этот еще позволяет некоторые искажения убрать, собственно, от смартфона. И там еще есть фишай. Ну, вот эти, на самом деле, 3 одни из самых базовых. Screwit. И еще по поводу удаления, соответственно, ненужных предметов. Часто бывает так, что сделали восхитительный снимок, но, блин, влез этот палец кадра этим розовым облачком в углу. Либо розетка взяла, все испортила. Либо вот я там стоял 3 минуты, фотографировал экспонат в манеже, и все равно кто-то, блин, в этот момент сзади прошел. Соответственно, что мы можем здесь делать? У нас есть на самом деле большое количество приложений, которые позволяют убрать эти артефакты. Соответственно, это называется touch-retouch, да, ну, retouch, у нас же ретушь на французский манер. Но здесь просто не нужно иметь никаких способностей, просто берем пальчик, выделяем, ставим, рекомендую начать отсюда, быстрые правки, выделили прямо на скорую руку то, что не должно быть, и восхитительный искусственный интеллект его не просто вырезает, он заполняет пространство так, что, ну, практически всегда просто думаешь, вау, просто какая-то магия, действительно профессиональный ретушь за 1 секунду. Touch платная, когда я покупал, стоила 229 рублей. Ну, в общем-то, я не сильно пожалел. Ну, здесь какие-то из них, возможно, будут платные, но никакой не будет стоить, там, типа, 1000, ну, там, 300 рублей максимум. Ну, в принципе, я считаю, что нам давно уже всем переходить на то, что цифровые продукты, да, могут стоить своих денег, и это нормально. Там самое главное, как вы помните, подстава бывает с условно-бесплатными приложениями, которые через неделю хоп, и сняли там какие-нибудь 6000 рублей. То есть и бывают такие, но я таких рекомендовать не буду. Еще классный Инстаграм-контент и для рекламы, и для обычного развлечения – это так называемые синемаграммы. Кто-нибудь знает, что такое? Сталкивались с синемаграммой? Еще не является общеизвестным понятием. Синемаграмма – это что-то среднее между видео, гифкой и фотографией. Соответственно, она крайне эффектно смотрится. В техническом виде это все-таки видео. Ну, в смысле, там будет этот значок треугольничка play. Но, ну, вообще, обычно, да, это приводит людей в восторг. Собственно, что это такое?
Вы делаете фотографию, то есть она уже у вас может быть, сейчас можете скачать. Раньше назывались плотограф, сейчас плотоверс. Они, кстати, как раз, наверное, самое дорогое с пакетом. Они были бесплатными, и так было здорово. Сейчас они стали, по-моему, вот они как раз 600 стоят. Соответственно, может быть, вы найдете бесплатный аналог, я пока не нашел, даже с водяными знаками. Собственно, как это работает? Это круто работает с какими-нибудь текстурами, фактурами, например, ткань, древесина, но в идеале, если водичка, небо, облака, волосы развиваются, все, что связано с водой, отражениями в воде. Вы сделали такую фотографию, соответственно, потом нажимаете, соответственно, анимация, тоже пальчиком быстро выделяете. Сейчас расскажу, что значит зеленые точки, что значит красные. И то, что вы выделили, начинает как бы плыть или лететь. Это довольно сложно объяснить без анимации, но это выглядит очень круто. Соответственно, особенно если вот это как раз огонь, вода, да, какие-то фактуры, текстуры, волосы. Соответственно, красный — это то, куда вы не позволяете дальше бежать. Зелененький, соответственно, стрелка, куда течет вот этот кусок, получается. Ну, есть, конечно, профессиональные синемаграммы, они, правда, делаются уже на макбуках. Соответственно, Cinemagraph Pro, он позволяет делать там еще более крутые вещи. Я сам их не делал, но делали ребята, которые уже умеют более-менее работать с изображениями. Там, например, можно сделать такой инстаграм-снимок, где девушка, например, будет медленно моргать, причем это будет выглядеть крайне эффектно. Ну, соответственно, это уже несколько сложнее. И важно понимать, почему это работает. Мы, как с вами высшие обезьяны, устроены таким образом, что если что-то шевелится, это больше привлекает внимание, чем статика, собственно, и почему и видео выигрывает. Ну, и алгоритмы тоже их больше любят. Это по поводу разнообразия контента. Теперь давайте поговорим про сервисы отложенного постинга в Инстаграме, которые позволяют запускать посты в будущем, чтобы все выходило по расписанию. Это важно для всех, кто ведет Инстаграм, потому что вот навалились дела, либо вы куда-то летите, едете, и думаете, блин, не вышел пост, и уже 3 дня, как он не вышел. И понятно, что большие дыры между постами — это плохо. Соответственно, хорошо бы иметь в загашнике что-то, чтобы совсем Инстаграм не пустовал. По поводу частотности я сразу хочу сказать, что как раз из-за показателя Time Delay алгоритмы не любят аккаунты, которые ведут себя как взбесившийся принтер. Много не значит хорошо совсем, и, соответственно, тот, кто публикует слишком часто, и при этом система видит, что маловато реакция, она рассуждает следующим образом, что посиди-ка на скамейке запасных, что-то ты тут распостился. Это одна опасность, потому что иногда, вот сейчас уже нет, в регионах клиенты часто спрашивают, типа, Павел, а как часто нужно публиковать посты? Типа 10 раз в день, либо 5 раз в день? Я говорю, ребят, 2 раза в неделю отлично, нормально, все в порядке, все довольны. Тут, как говорил, собственно, Лев Толстой, если не о чем писать, то не пишите. Не нужно писать «доброго утра», как вы поживаете. Как делают, кстати, многие популярные блогеры, но нужно понимать, что основная аудитория этих условных Бузовых, Клэп и так далее, 12-летние девочки, которые просто видят собственного кумира, и они лайкнут, что бы она там ни написала. Она там, естественно, ничего умного не пишет. Давайте будем на несколько другом уровне такие. И все-таки какую-то связанную мысль скажем, потому что в таком случае у нас будут комментарии из 4 слов хотя бы, да, соответственно, мы как-то будем разгоняться по-другому, чем только за счет лайка. Лайк, кстати, понижается потихоньку в звании алгоритмов и начинает значить все меньше, потому что есть такое понятие, как дежурный лайк, и он получается уже все еще важен, безусловно, но комментарий получается важнее. Несколько сервисов, они, как правило, и отложенного постинга, и, соответственно, еще позволяют дополнительно аналитику, мониторинг смотреть, как у вас что заходит, да, помимо ощущения. Почему я начинаю с Hootsuite? Обратите внимание, это максимально приближенные ко двору ребята к Инстаграму. Дело в том, что Инстаграм закрывает свой API. Это означает, что вот этот огромный левиафан стряхивает с своих плечей всю мелкую наросшую паразитарность за эти годы. Часто, кстати, вот так, опять же, исторически сложилось. Большинство сторонних сервисов Инстаграма, они как раз сделаны в России. Причем я замечал, что многие из них пытаются выглядеть очень американскими, сделаны на малоэрнаутской. Особенно все эти накрутки follow you, follow me. Всех их Инстаграм перекрывает кислород, происходит это в 3 этапа, последний будет, то есть это 2 года будет идти, соответственно, через 2 года никакие другие сторонние приложения для Инстаграма не будут работать вообще, кроме Hootsuite, который является их официальным партнером, и он как раз будет
Это, получается, будет единственный способ делать отложенные публикации в будущем Инстаграма. Инстаграм этим отличается. В Фейсбуке, ВКонтакте, как вы помните, есть нормальный свой отложенный таймер. А вот Инстаграм, получается, останется только Hootsuite, но пока есть Амплифер. Кстати, не только он Инстаграм поддерживает. Кстати, я рекомендую читать блог Амплифера, там есть очень хорошие статьи. Одна из них, кстати, со мной, про Facebook. Что еще есть? Баффер, но его вот как раз бизнес-версия, там типа 10 аккаунтов. Ну, вряд ли кто из нас ведет 10 аккаунтов, ну и, на мой взгляд, это слишком несоразмерная абсолютно цена. Ну, бесплатная версия, в принципе, тоже может вам хватить. Это как раз тоже для отложенного постинга Instagram. Еще нормальный игрок Crowdfire. Здесь все просто. Ставим фотографию либо видео, текст и выбираем дату, когда будет что опубликовано. Русский есть аналог Bubblebox. Тоже здесь, в принципе, ничего сложного. Выбираем текст, фотографию, нажимаем «Планировать», выбираем нужное нам время. Про менеджер рекламы мы поговорили. Теперь давайте поговорим еще про MailChimp. Обратите внимание, что в России большинство людей похоронило email-маркетинг как какой-то пенсионерский или спамный инструмент. На самом деле отлично он всегда работал и продолжает работать. Проблема в том, что люди просто пишут совершенно унылые спамные коммерческие письма, а потом удивляются, почему их никто не читает. Ну, наверное, потому что ваша рассылка бесполезна. Нужно, соответственно, сделать ее полезной. Вот пример для малого бизнеса, который я использовал. Я скачал приложение MailChimp. У него есть функция Snap, которая позволяет любой ваш пост Инстаграма превратить в красивое письмо с кнопочкой. Это причем делается вообще на бегу за 2 минуты, и если у вас есть хотя бы небольшая база имейлов, я рекомендую начать ее собирать, то, соответственно, вы получаете дополнительный новый инструмент классный. Как это работает? Соответственно, вот наша была задача, у нас вышло в Инстаграме, да, Dead Poet, соответственно, что проводится мероприятие для экспатов, приглашаем друзей иностранцев, там все на английском, все выпивают, всем весело. Командная игра, соответственно, мы запускаем в Инстаграме, но мы знаем, что есть 42 человека всего-то, да, казалось бы, которые читают нашу e-mail рассылку. И я там буквально парой ударов по экрану смартфона превращаю ее в такое письмо с лидогенерационной кнопкой, то бишь, которой можно сразу зарегистрироваться, которая вот красным выделена. И дальше, соответственно, прямо в приложении смотрю, как люди реагировали на мое письмо. Соответственно, реагировали они хорошо, 66% это письмо открыли. И потом на практике мы выясняли, что и вот как раз многие люди пришли именно с этой email рассылки. То есть в Инстаграме они нас не видели, а здесь, получается, увидели. И мы видим клик-рейтинг, это сколько людей, соответственно, тапнули по красной кнопке. Вот, соответственно, из них 3 человека это сделали. Ну, можно было и так прийти, просто познакомишься с информацией. Еще давайте договорим про Инстаграм, который у нас очень мобильный, очень важен. Хочу, чтобы вы открыли любой ваш пост. Я имею в виду аккаунты с подключенной бизнес-аналитикой. И давайте-ка мотнем, если вы еще не видели, вот на раздел Discovery. Здесь у нас появилось самое интересное, и как раз если вас все еще шокирует информация, что хэштеги это не суперсредство, соответственно, вы можете удостовериться на своем опыте. Наконец-то Инстаграм упаковал нам статистику и показывает, какой был трафик в ваш Инстаграм по хэштегам. Ну, правда, есть одна проблема, он не уточняет, какие именно посты в вашем хэштеге. Соответственно, если вы употребили простыночку из 30 или там 10-20, решительно непонятно. Поэтому только если вы по одному будете их пробовать, вы, соответственно, будете понимать. Ну, мы с вами говорили о том, что есть данные, то, что алгоритмы не любят, когда их много. Соответственно, конкретно в подшефных мне аккаунтах я вижу, что по хэштегам приходят настолько статистически незначимые количества, что, в общем-то, и действительно, зачем с ними вообще заморачиваться. Лучше потратить эти лишние 2 минутки на то, чтобы сделать классные видео или поискать какой-то более интересный материал. Ну, может быть, у вас будет другая картина. Соответственно, давайте посмотрим, что тут еще есть. Мы видим, кто нам приходил, соответственно, из ленты новостей, из нашего же профиля, из хэштегов, ада, и еще бывает раздел «Интересно», это, соответственно, в рекомендации, попадали мы или нет. Соответственно, вот таким вот образом уже мы начинаем двигаться не вслепую на ощупь, мы понимаем, что у нас в данном случае работает, а что не работает. Как этот экран открыть, что-то я не понял. Кликните по View Insights, показать статистику под вашим постом. Если вы не видите этой кнопки, значит, у вас не подключена бизнес-аналитика Instagram.
Ее нужно срочно подключать, потому что она незаменима. Еще из некоторых дополнительных функций Instagram, очень коротко про них пройдемся, перейдем к остальным приложениям. Это как раз не аппы. Обратите внимание, что сегодня уже становится стандартом использовать как рубрикатор сайта рубрикатор Stories Highlights. То есть обратите внимание, что это может быть о нас, наши продукты, акция, новости. Ну, в общем, как разделы сайта, все то же самое, только делаются они из Stories. Это бесплатно, это всем удобно, и это классно, на мой взгляд. Текстовые сторис наверняка уже все пробовали. Это попытки Инстаграма играть на ниве Твиттера. Соответственно, обратите внимание, что можно делать какой-то нарратив. Ну, типа там, пошла девочка в лес. Соответственно, сразу хочется узнать, что там с ней дальше произошло. Так мы повышаем конверсию, потому что человек листает наши сторис дальше. Потому что если где-то прерывается, обратите внимание, бизнес-аналитики Инстаграм, есть раздел «Выходы». Да? Это там, где прерывалась цепочка наших сторис. Соответственно, мы либо переборщили с их количеством, либо люди поняли, что следующая история будет еще более неинтересная. Вот наша задача, чтобы цепочка не прерывалась. С помощью текстов можно даже рассказывать какие-то нарративы, не знаю, как уже придумать, новости, анекдоты, либо какой-то авторский контент. Shopping Tags, обратите внимание, что работает уже участие русских аккаунтов. Для некоторых малых бизнесов просто они говорят, что это мечта, это сказочная функция, мы ее обожаем. Соответственно, там flat lay раскладка, либо там любая другая фотография ваших товаров, двойной тэп, возможность увидеть цену и, соответственно, связаться с продавцом. Кстати, эта же самая штука давным-давно есть в Фейсбуке, но там почему-то она никого не приводит в восторг, а в Инстаграме всем ужасно нравится. Обратите внимание, в 7 странах сегодня тестируется Инстаграм Директ, то бишь сообщения, как отдельный ап, и, скорее всего, нам всем придется с этим столкнуться. Я не думаю, что это вызовет хоть у кого-то восторг. Соответственно, в какой-то момент вы захотите кому-то написать в личку, и он скажет: «Упс, этой функции больше нет, скачивайте, дорогой друг, отдельное приложение, в котором мы будем вам отдельно показывать рекламу, и никуда вы не денетесь, как миленький, скачайте второй ап». Соответственно, общалки в Инстаграме не будет. Выглядит она таким вот образом. Скорее всего, они такие это ведут, хотя я уже чувствую, как все будут ругаться. Ну, обратите внимание, с Фейсбуком они уже это сделали. Помните, да, что у нас Фейсбук тоже разделился на отдельную общалку, и ничего, все смирились с этим. Значит, и здесь то же самое получится. И по поводу Инстаграма напоследок очень коротко хочу поделиться одним кейсом, как можно использовать функционал Collection, Save to Collection. Да? Мы про него говорили уже в самом начале, помните флажок. Инстаграм британского совета, мы говорим, что, ребят, у нас в этом месяце конкурс небольшой. У нас был очень-очень маленький приз, абсолютно недорогой, но все равно было почти 200 участников, потому что людям нравилась сама механика, им было интересно собирать этот пазл. Соответственно, мы с дизайнером разработали концепцию, которая позволит нормально воспринимать информацию и в постслайдовом режиме, и целиком. Целиком это Union Jack и карты Британии, соответственно, собери всю Британию, получи от британского совета приз. И, соответственно, этот пост мы публикуем первым, вот где Елизавета с ростишком Боу, и говорим, что, ребят, в течение этого месяца в перемешку с обычными постами, нашими новостями, будут публиковаться элементы пазла. Вы их можете собирать себе Save to Collection. Если кто не понимает, что такое Collection, вот нажмите любой Инстаграм-пост вот на этот флажочек справа снизу, но только не коротко, а длинно, вот так нажмите, подержите секунды-две. Он предложит вам засейвить в отдельную папочку, которую вы видите. Соответственно, люди в этот месяц повышенным, то есть не было повышенного внимания к нашим постам, потому что они думали, ну вот может сегодня пазл будет. Соответственно, те, кто собрал целиком в течение месяца, публиковал это скриншотом, повторюсь, их было около 200 человек, кто-то потом этот скриншот удалил, но часто друзья их видели, вот мы и получили нам нужный пиар-эффект. И, соответственно, мы их по хэштегу отслеживали, тот, кто, соответственно, пазл собрал. Рекомендую попробовать. В общем-то, цена вопроса 0 рублей. Нужно просто, чтобы человек, дизайнер, иллюстратор в данном случае нужен был. И, соответственно, некоторые делают подобные там инста-лендинги, выкладывают, но обратите внимание, это плохо выглядит, когда там, например, мы разрезаем таким образом по 9-квадратнику, там просто в ленте появляется что-нибудь нога. Ну, типа, классно, конечно, что это там соберется во что-то потом. Но вот, в данном случае мы пытались нивелировать этот эффект. Еще был осмысленный текст с каждым из них там про... когда был про британских ученых, мы говорили про ученых, ну и так далее. Вы придумайте, как сделать 9 постов, получается. Еще это как раз не мои кейсы, это кейс Кока-Колы, это кейс Бакарди, это кейс Леруа Мерлен, но обратите внимание, что в принципе это можно было сделать и без бюджета Кока-Колы.
Что они сделали? Они придумали, что можно делать интерактивную видеоигру в Stories. И поначалу кажется, что, блин, у Coca-Cola, наверное, получил какие-то особенные Stories, потому что там можно скейтером управлять, и он либо перепрыгивает, либо не перепрыгивает, едет дальше. На самом деле, они гениальную штуку придумали. У них самые обычные сторис, такие же, как и у нас с вами, простых смертных. Просто они сняли ролик, вот, соответственно, вот здесь мальчик едет, а здесь он падает. Но если я вовремя переключу, то бишь просто в нужную секунду нажму, я переключусь на другой ролик, где с того места он едет дальше. То есть вот таким вот образом можно играть, и получается у нас самое что на есть, естественно, примитивно, но тем не менее интерактивная видеоигра в сторис. Просто нужно, получается, этих роликов настрогать. Ну, может быть, комиксы, иллюстраторы. Найти хорошего иллюстратора-комиксиста в Петербурге не составляет проблему, причем это будут разумные деньги. Вот именно Петербург этим славится, такая комиксовая столица. Что придумали Бакарди? Соответственно, побудь диджеем Stories. Если я кликаю вот здесь вот справа, то тот же самый будет пульт, но музыка, здесь как раз нужно было включить звук, там она, соответственно, биты добавляется, а тут какой-нибудь воп-воп-воп добавляется. Вот я таким вот образом, так вот незамысловато играюсь. Обратите внимание, что это затевается не только ради развлечения, но чем больше человек трогает наши сторис, тем больше мы повышаемся в охвате, причем даже обычные посты от этого выигрывают. Кстати, неочевидная связь. То есть обычные не сторис тоже будут всплывать, если людям сильно нравятся наши сторис таким вот образом. Ну и Леруа Мерлен тоже обыгрывали подобную механику. Вот это еще стрелочка зелененькая еще и прыгает, соответственно, если я нажимаю на нее, то лампа включается. Но секрет в том, что на самом деле я могу как бы ляпнуть на любую часть сторис. Но у меня чисто вот субъективно складывается ощущение, что я действительно включил лампу. Ну, там был тоже пылесос, типа вот его тронули за одно место якобы. Он, соответственно, начал работать. В общем-то, понятно, что это уже немножко другой уровень продакшена, но, в общем-то, в этом нет ничего невозможного. Да? Соответственно, если есть возможность, давайте использовать. Про Инстаграм заканчиваем, наконец-то. Соответственно, что есть у нас интересного из GIF-стикеров? Ребята, скажите, кто использует GIF-стикеры в Stories? Понимаете, да, что это такое? Обратите внимание, это шевелящиеся стикеры, соответственно, откуда они берутся? Они берутся с крупнейшего портала в мире, который работает с гифками. Он называется Giphy, собственно, это везде там прописано и не скрывается. Но здесь есть один лайфхак, который можно, на самом деле, очень круто разыграть, и о нем очень мало кто знает пока. Можно сделать свои брендированные гифки, загрузить их, скачать приложение на iPhone Giphy и туда загрузить свои гифочки и, соответственно, с большой помпой презентовать, потому что теперь любой человек из 600-миллионной аудитории Инстаграма может их использовать. Соответственно, алгоритм такой: делайте гифки, это самое сложное. Ну вот обратите внимание, что можно даже и видео снять, в общем-то, в мобильном приложении Giphy. Либо вы загружаете, либо берете чужой, он появляется в базе, соответственно, ну, там, через несколько часов, или, может быть, даже секунд, он появится уже появится возможность в любой сторис поставить вашу гифку. Например, блогер Никсель Пиксель, может быть, кто знает кто-нибудь Никсель Пиксель? Собственно, певица темы феминизм, тоже рекламщица бывшая, соответственно, она рисует комиксы, Пёся его зовут. Вот, собственно, ее персонаж она загружает в Giphy, опять же, бесплатно, мгновенно, достаточно просто их сделать. И после этого, соответственно, появляется возможность у любого инстаграмера использовать. Ну, то есть это такой классный пиар-повод в данном случае. Про Инстаграм закончили, давайте очень коротко расскажу про ВКонтакте. Что здесь важно усвоить? Во-первых, у нас для мобильной версии ВКонтакте, проще как для десктопной, появилась возможность добавлять 3 приложения. Соответственно, там есть очень крутые приложения, которые позволяют оформлять заявки интернет-магазинам, прям выбирать: хочу доставку курьером, там самовывоз, размер 2XL, расцветка синяя. Тоже все бесплатно, все встроено, все работает круто, с возможностью оплаты, что хотите. Есть возможность для донейшена, есть специально, есть там ночной чат, есть голосовалки, есть возможность подписаться на рассылку сообщений ВКонтакте. Это что-то типа e-mail рассылки, но только прямо внутри ВК мессенджера. Что еще здесь есть? ВКонтакте презентовал свой ап, он называется ВК-админ, он совершенно незаменим для тех, у кого есть хотя бы один вконтактовский паблик, который вам интересен. Соответственно, он позволяет вам видеть хит-парад ваших постов, вы понимаете, что зашло лучше всего, что зашло хуже всего. Вы видите сообщения именно бренда, довольно часто они терялись раньше.
На мобильном ВКонтакте вы вообще не могли их прочитать. Я просто по себе знаю эту историю. У меня есть паблик-агентство, которое я особо не развиваю. Я захожу и вижу, что, оказывается, у меня было там 17 интересных предложений поработать там, от какого-то ноября прошлого года. Я их все пропустил, потому что, соответственно, их действительно там можно пропустить. Это же не личные сообщения, это сообщения бренда. Вот здесь они, слава богу, есть. Дальше они хотят добавить автоответчики и прочие всякие классные штуки. Ну и видите расширенную статистику. Редактор статей, который заработал у вас для мобильного ВКонтакте, позволяет делать посты с такой вот штукой. У них хороший охват, он выглядит крайне эффектно. Единственное, что поменьше лайков, потому что для того, чтобы поставить лайк, там нужно, получается, прочитав статью, еще вернуться. Просто рекомендую его попробовать. У него, соответственно, вот значок такой молнии. Вот вы будете видеть вот такую вот статистику, сколько людей дочитали вашу статью ВКонтакте. Соответственно, вот если 81%, то это классно. Также обратите внимание, что все такие статьи, которые вот сделаны таким образом, с полужирным, курсивом, в общем, красивые посты, это эволюционировавшая вики-разметка. Она собирается у людей в закладке. Вы можете открыть сейчас мобильный свой ВКонтакте, вы увидите раздел в закладке, там складываются, получается, те статьи, которые вы сохранили. То есть тоже такие текстовые сохраненки. Очень коротко хочу сказать про Прометей ВКонтакте, который особенно хорошо адаптирован именно для мобильной версии ВКонтакте в App Store. Это тоже искусственный интеллект, нейросеть, который, получается, вознаграждает всех хороших авторов ВКонтакте, но наказывает всех трэшовых СММщиков. В частности, сами ВКонтакте, топ-менеджер, там, господин Поронько, Новоселов и Рогозов, собственно, ключевые менеджеры ВКонтакте, сказали, что теперь все трэшовые СММщики, получается, нашим алгоритмом вырезаются. В частности, есть тот, кто опубликовал картинку не уникальную, то бишь это сочетание пикселей уже получается второй раз в инфопространстве ВКонтакте, получает несравненно меньший охват. То бишь чужие картинки, получается, использовать уже нельзя. Ну и раньше это было стыдно, а теперь, получается, еще и невыгодно. Кроме это касается и текстов, то бишь система оценивает, что именно вот это сочетание букв, именно в такой последовательности до этого нигде не было в природе, ну, точнее говоря, конкретно про ВКонтакте, точно известно. Соответственно, если вы перепечатываете чей-то текст из ВКонтакте, то вы, получается, вы изначально были вторичны, но теперь это видит система. Соответственно, эпигоны наказываются низким охватом, а настоящие авторы превозносятся. В частности, нет ничего сложного получить Прометей. Мне причем сказали люди, что Паша, у тебя хорошая карма, мы послушали твою лекцию про Прометей, и у нас через 2 дня он уже был. Соответственно, он вам приваливает лопатой огромное количество бесплатных охватов. То есть у вас, например, вас будет читать 100 людей, и когда он к вам прилетит, у вас появится такой огонечек в шапке. На 7 дней вас будут читать там 10 тысяч людей, 17 тысяч людей, 150 тысяч просмотров, может быть, у вашего видео. Это касается и людей, и, соответственно, пабликов. И вознаграждается, соответственно, вот именно не по принципу количества подписчиков, который становится все менее важным, а по принципу классного контента. Несколько примеров. Он уйдет, но он может не уйти. Вот пример Skyeng, может быть, знаете, это репетитор изучения английского по скайпу. Вот они получили Прометей, получили они потому, что регулярно проводили прямые трансляции ВКонтакте, которые хорошо комментировали. Еще очень коротко, значит, по поводу Фейсбука, что бы я рекомендовал? Во-первых, скачать приложение, которое называется Facebook for Creators. Он позволяет делать как минимум, эта функция на самом деле доступна и с обычного Фейсбука, но не у всех. Facebook for Creators, ну, в общем, для нас, для творцов, позволяет создавать, например, трехмерные посты. Я когда работал с Dead Poets, это бар на Жуковского, соответственно, как и любой ресторан или бар, раз в месяц мне звонили парни, которые говорили, что давайте мы вам за 40 тысяч рублей, ну там кто за 40, кто за 60, сделаем 3D-панораму вашего ресторана. Я им всегда смеялся в лицо, говорил, ребята, 3D-панорамы можно делать давным-давно бесплатно с помощью айфона, и качество даже, наверное, и получше, чем у вас. Соответственно, при этом не на какой-то это сайт идет, а идет прямо сразу в пост. Он выглядит фантастически. Если не видели ни разу трехмерные, они же VR, они же панорамные, они же 3D-посты в Фейсбуке. Зайдите в сообщество их официальное Facebook 360. Конечно, особенно круто, если у человека есть VR-шлем. Напоминаю, что самый дешевый VR-шлем сегодня стоит 360 рублей на Алиэкспрессе. Соответственно, либо в другом месте. Вы можете даже сами, в принципе, его сделать из картона, потому что вставляется.
Поехали. Соответственно, в таком случае мы можем с помощью приложения Facebook for Creator, особенно если у вас крутая локация, если у вас шоурум, панорамный ресторан, travel, серфинг, ну вот то, что выглядит, именно выглядит круто с точки зрения пространства, вы можете, то есть вам нужно скачать Facebook for Creator, создать пост и сделать следующее, нажать и сделать вот так вот. Все, у вас готово трехмерно, дальше просто публикуете. Соответственно, если у человека есть простейший VR-шлем, то он может внутри этого пространства еще и полетать. Это на самом деле очень крутая опция, которая выглядит дорого, богато и доступна абсолютно всем. Просто в России еще мало кто про это знает. Возможно, они сделают это для Инстаграма следующим шагом, потому что, повторюсь, компания-то одна, они одни и те же технологии используют. Но пока только для Фейсбука. ВКонтакте, наверное, в году 2020 появится такая функция. Они все повторяют за Фейсбуком с опозданием ровно в 2 года. В общем-то, она, короче говоря, классная. Но даже если без VR-шлема, там все равно можно так чпок и полетать. Просто попробуйте со смартфона это сделать, но из десктопов тоже работает. Еще обратите внимание, из интересных форматов в Фейсбуке есть GIF-опросы, в том числе и для компании. Соответственно, похоже немного на то, как это сделано в сторис опросы, но только вы подгружаете тоже из базы, кстати сказать, GIF. Вот такие вот голосования. Ну и надо понимать, что голосование, конечно, должно быть попроще. То есть мы не хотим реально провести серьезное социологическое исследование, разумеется. Мы хотим просто, чтобы он покликал по нашему посту, чтобы мы охват в итоге увеличили. И хотел бы еще рассказать напоследок про наиболее новые штуки. Это мессенджеры и AR. Мы уже поговорили с вами про VR, который Virtual Reality, да, 360 градусов. Давайте теперь поговорим про AR и мессенджеры. Аудитория мессенджеров уже по некоторым оценкам даже больше, чем аудитория социальных сетей. Соответственно, SMM-щикам нужно уже довольно давно перековываться в MMM-щики, то бишь мессенджер-медиа-маркетинг, потому что, во-первых, ВКонтакте тоже есть свой мессенджер, у Фейсбука есть свой мессенджер, у Инстаграма теперь тоже будет свой мессенджер, Телеграм 13 миллионов россиян, Viber 20 миллионов россиян, WhatsApp 20 миллионов россиян. Для сравнения, русская аудитория Инстаграм тоже те самые 20 миллионов. То бишь, получается, в общем-то, если считать определенным образом, то мессенджеры уже победили соцсети, и нужно уже думать не про Инстаграм, а уже совершенно-таки про Телеграм. При этом не в формате «ой, какая модная штученька, попробуем когда-нибудь потом», а в формате «если вы это не сделаете в этом году, то вы упустите на самом деле золотую возможность». Потому что в Инстаграме в 2018 году продвигаться дьявольски сложно. Да, нам приходится придумывать эти все сложные вещи. Да, поставить просто хэштеги, либо опубликовать фотографию наших связанных варежек. Увы, не работает так. Не будет никаких подписчиков и лайков, и уж тем более продаж, я вам просто гарантирую. Увы, слишком конкурентная площадка, все ниши заняты. А вот в мессенджерах, слава богу, нет. И здесь задает тон, соответственно, детище моего знаменитого тезки Павла Дурова. Кстати, редкий исторический момент. Получается, все крупные мировые гиганты, включая Цукерберга и компанию Google, смотрят на то, что делает Дуров, и повторяют за ним. Хотя Паша начинал с того, что он-то как раз копировал. Теперь копируют его решение. Соответственно, замечательные совершенно стикеры в Telegram. Вот пример. Девочка Маша Янковская, соответственно, художница, широко известная в очень узких кругах, стала немного известной и в широких кругах. У нее есть свой узнаваемый стиль, такой немного в сторону БДСМ и чувственности, но при этом определенно такие искусства. Соответственно, она делает стикеры. Обратите внимание, пиарит она при этом свой вообще Инстаграм, на самом деле. Стикер-паки бесцензурные, то бишь любая хулиганщина, порно, все что угодно. Зато мы любим телеграмные стикеры. Их может опубликовать абсолютно любой через бот-фазер. Вам нужно всего лишь картинки расширением 512 на 512 пикселей и желательно PNG, чтобы по краям прозрачность. Вот и вся сложность. Соответственно, их можно обратить внимание share, и еще и там есть статистика по расширению. Ну, Машу, они вообще хорошо стрельнули. Понятно, что стикеры должны людям понравиться, вы не заставите их. Да? То есть они должны быть, во-первых, подходить под коммуникативные ситуации, удивление, разочарование, пойдем, да, нет, либо какое-то грубое отшивательство. В общем, все возможные ситуации. И, соответственно, должны быть прикольно нарисованы сами по себе. Но чем мне еще нравится история со стикерами, почему я рекомендую многим попробовать, со стикерами, пока они наиболее активно доступны в Telegram, но мы помним, что у нас еще есть уловка с Giphy, да, как делал Никсель Пиксель. Дело в том, что со стикерами очень просто попасть в новости. Вот зайдите ради интереса в Google Новости либо в Яндекс Новости и введите стикеры.
вы увидите, что каждую божью неделю какой-нибудь бизнес попадает в новости абсолютно бесплатно, причем обычно в пакете идет Афиша написала, Village написал еще и 2 раза, еще там какой-нибудь Интерфакс, несколько еще крупных новостников, стартап и бизнес VC написал, T-Journal написал, Кос написал, абсолютно бесплатно получаем интернет-прессу, потому что стикеры это прикольно само по себе. Соответственно, никому доселе неизвестная, маленькая, ламповая, там 3 фрилансера, уверен, студия веб-дизайна iSticker. То есть это, в принципе, получается ситуативный маркетинг. Когда все носились в Питере пить, и еще они первый раз это проделали, когда были на Лабутенах, они, кстати, абсолютно не согласованы ни с каким шнуром, даже близко. Просто обрисовали популярных персонажей. Пожалуйста, получили прессу, Village, Афиша и еще как минимум 5 изданий. И делали это еще несколько раз. То есть вот готовый рецепт успеха, со стикерами очень просто прозвенеть. Можно даже пресс-релизы не рассылать. Обратите внимание, что это скорее такая имиджевая история, что у Apple в iMessage, это же тоже мессенджер, пусть он еще не до конца, конечно, развит, там нет никаких каналов, но там есть стикеры, и любой из нас может загрузить свои стикер-паки в Apple в iMessage. Там требования все-таки, правда, есть, соответственно, никакой обнаженки, все должно, вы не можете использовать, грубо говоря, там, Анджелину Джоли, потому что у вас нет прав на фотографии Анджелины Джоли. Во всем остальном, пожалуйста, обратите внимание, что уже несколько лет, как там присутствуют и бренды, и музыканты. Здесь стикер-пак Мумитроля, СТС, ТНТ, Дождь, собственно, все разработали свои стикеры. Вы заходите по этой ссылочке, загружаете туда те самые PNG-шки 512 на 512, и вы можете говорить, что, ребята, у нас есть стикеры в iMessage, в Apple мессенджере. Это уже прикольно само по себе, на мой взгляд. И еще обратите внимание по поводу мессенджеров. То есть там тоже есть своя история, которая начинается с марта и заканчивается в конце 2019 года. Telegram вводит свою платежную систему, кросс-денежную, но пока все эти чудеса с криптовалютой не произошли, на самом деле e-commerce внутри Телеграма уже давным-давно возможен. Как давным? Уже месяцев 8, потому что Яндекс позаботился. То есть в Телеграме уже можно делать свои интернет-магазины абсолютно полноценные. Соответственно, вот в этой презентации там есть ссылка, как прикрутить онлайн-платежи прямо внутри Телеграма. Единственное, что только нужно будет ввести смс-ку. Получается, единственное неловкое движение, то есть через тач нельзя пока сделать платеж. Но Дуров собирается это сделать. Еще буквально на закуску, очень легкий контент. AR. У нас AR — это дополненная реальность. Первое — это приложение Холла. О нем, кстати, мало кто знает. Он позволяет, то есть вы наводите на любую локацию с вашей камерой и помещаете туда любой дурацкий объект, точнее говоря, субъект из списка. Там постоянно обновляемая база. Кстати, таким образом комики могут пиариться. То есть можно себя отрендерить, залить, и любые другие люди могут вас помещать в любые ситуации, объекты. Можно делать огромного человека, который пляшет, например, на Красной площади. Они издают звуки, у них суперреалистичная тень, отличная графика. В моих опытах люди часто даже не могли понять, что это AR-объект, то бишь нарисованный с CGI сверху. Люди, правда, думали, что ехал, например, в поезде с Человеком-пауком. Настолько там как-то классно все реалистично выглядело. Соответственно, пробуйте бесплатно. Picture This, мало ли пригодится, наводите на почти любое растение, он вам пишет, что это Gerbera Florium Mitsalius, например, мало ли может вам пригодиться такая штука. Вот the Font позволяет навести вашу камеру на любую надпись, почти любую, он скажет вам, что за шрифт, это полезно будет для дизайнера, то есть он определяет это как раз той самой нейросетью, вот так примерно это выглядит. Ink Hunter интересно всем, кто связан как-то с тату. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно на любом участке своего тела, вы наносите вот такой как бы смайл, просто на самом деле 3 черты, и это является AR-маркером. Соответственно, вы выбираете из коллекции любое изображение, и вы получаете фото, видео, сторис, что хотите, с татуировкой, которая выглядит весьма-весьма реалистично. Соответственно, можно даже уже теперь не бить тату, носить их с помощью дополненной реальности и получать все лайки в Инстаграме, сохраняя невинным свое тело. Но обратите
обратите внимание, какая-то классная площадка, она, кстати, набирает обороты для тату-мастеров, потому что они могут таким образом пиариться, нарисовать классные эскизы, загрузить туда. И, кстати, их там можно делать платными, можно бесплатными, и люди будут примерять ваши татуировки. Ну, и логично, что кто-то все-таки дойдет к вам и до салона и сделает ее физически. Snapchat — это как бы предмет отдельного разговора. Социальная сеть дефис мессенджер очень популярная в Америке. Между прочим, целых 300 миллионов пользователей. Это очень много. Это в 3 раза больше, чем ВКонтакте. Но у нас она пока не стрельнула. Но я рекомендую ее использовать как раз для того, чтобы удивлять ваших подписчиков. Там тоже есть обычно у них AR-объект недели. Иногда они становятся мемами. Нелепая сосиска, ежик, енотик, ну, какая-нибудь очень странная собачка с вытаращенными глазами, брокколи. Опять же, реалистичная тень, система находит как бы плоскость, он там ее поначалу пытается отрендерить, и на него вы можете ставить любую, в общем, безумное существо. Она как бы еще шевелится, разумеется. И последнее, что закончился у нас тайминг, что я хотел бы вам сказать по поводу приложений типа накрутка, раскрутка, лайки в Инстаграме, победа через 3 минуты и все такое прочее. Они, конечно, манят своей легкостью, потому что можно послушать, подумать: ой, таргет, там что-то AR, 3D какие-то, как все непонятно, зачем все это делать. Скачал приложение накрутка, мне вот подруга говорила, что у нее все получилось, значит и у меня получится. Соответственно, нажать там 3 кнопочки и, соответственно, сидеть, ждать счастья. Как большинство из этих систем работает? Это часто система like for like. Соответственно, сидит корейская школьница, у нее 0 лайков, ей грустно, она хочет внимания, она хочет любви. Соответственно, на другом конце света сидит санкт-петербургская блогерша, которая вот решила таким образом поэсэмэмить. Соответственно, они вот друг другу лайки понаставляли, и вроде бы классно, лайков стало чуть побольше. Здесь, помимо того, что я вам говорил, что по показателю Affinity это все проваливается, потому что они максимально не друзья друг другу, на разных языках пишут и никогда не соединятся. Здесь еще есть следующий момент касаемо алгоритма в Инстаграме. Вы публикуете пост. В течение 60 минут после этого он показывает его 10% ваших подписчиков. И они являются фокус-группой, получается. Соответственно, если система видит, что за эти 60 минут они реагировали хорошо, да, там, ну, например, engagement был выше 7%. Система говорит: окей, вы прошли тест, и теперь мы разгоняем его среди всех остальных. Вот так это работает. И если в эти 10%, соответственно, если ваша аудитория некачественная, корейские школьницы, like for like, что-то там, в общем, темный лес, откуда они пришли, там кто-то закупал, в общем, какая-то была нечестная история, масс-фолловинг, естественно, то вы попадаете результаты теста попадают на аудиторию, которая на вас не реагирует. Соответственно, среди этих 10% оказывается вейпы на Петроградке, шиномонтажка в Бирюлево, наращивание ресниц, зеленый кофе и казино «Вулкан». Если кто-то из вас пользовался масс-фолловингом, вы, наверное, помните, что вы, как СММщик, эту ленту, естественно, не читаете. Вот делать больше нечего, как сидеть читать еще и ленту вашего коммерческого аккаунта. Это приводит к тому, что у вас большой процент аудитории, которая называется unreachable. Соответственно, она попадает под тесты, и это приводит к такой ситуации, что вы думаете: блин, так лайков что-то стало мало, может, я что-то не то пишу. Я, наверное, написал плохой просто пост, вот его никто и не залайкал. А на самом деле нет, пост был гениальный, но просто вам нужно почистить аудиторию, вам нужно избавиться от этого мертвого груза, который вам все портит. То есть да, у вас станет меньше количество подписчиков, когда вы от них избавитесь ровно на такое количество, но зато охват у вас увеличится прям сильно. То есть освобожден от этого мертвого груза, ваши посты освобождены, улетят до больших охватов. Соответственно, поэтому это мало того, что опасно, так еще и не имеет никакого смысла. И, соответственно, как собственно, их убирать? Для идеального решения для смартфона я пока не нашел, потому что оно пока не в виде аппа. Это Picalytics, который дает вам возможность выгрузить список ботов именно в формате, просто их юзернеймы. И после этого мы загоняем их в 1 million likes. Сейчас покажу, он как раз есть на апе. Соответственно, он блокирует все, получается, мертвые аккаунты. Обычно это работает для аккаунтов с темной историей, работает просто фантастически. То есть вы сразу почувствуете результат.